Доброго времени суток! Сегодня у нас видеопрогулка по одной из самых старых улиц города Харькова, Большой Панасовской. Ранее эта улица носила название улица Котлова. Эта улица полна контрастов. Так, например, новейшие дома здесь соседствуют со старыми, которые здесь были еще до Великой Отечественной войны. Улица длиной более 6 километров протянулась от района Центрального рынка через исторические микрорайоны города, такие как Ивановка, Сортировка. К сожалению, погода для прогулки выдалась не совсем приятная. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды, а мы с вами прогуливаемся по любимым улочкам города в любую погоду. Тем более, что надо видеть и показывать город разным, со всех сторон, и хорошим, и не очень. Вот сегодня как раз тот случай, когда вы увидите город, а вернее одну из улиц города, такой, какой она есть. Уточню, что сегодня у нас лишь прогулка. Мы коснемся общей истории основания улицы и посмотрим, как она выглядит в наше время. А вот летом, когда наладится погода, мы вернемся сюда и посмотрим, что изменилось здесь, и коснемся истории большинства домов на улице Большая Панасовская. Итак, улица Большая Панасовская, бывшая Котлова, возникла в конце 17-го, начале 18 века как дорога, связывающая город со слободой Панасовка. Эта небольшая слобода располагалась в очень неудобном месте, так как во время таяния снегов с Лысой горы на нее неслись потоки талых вод, так называемые горные воды. Немалый вред слободе наносили и сильные ливневые дожди. Эта проблема была решена только после строительства железной дороги и ее водоотводных сооружений. Середину 19 века можно считать началом активного развития как Панасовки, так и лежащей неподалеку пригородной слободки Ивановка, которая и вела Большая Панасовская улица. Плановая застройка улицы проводилась с конца 19 века, и ее развитие связано главным образом с железной дорогой, вдоль которой она и проходит. Однако на ней есть и промышленные предприятия, не связанные с железной дорогой. Это такие крупные предприятия, как, допустим, бисквитная фабрика, завод шампанских вин. И параллельно железнодорожной ветви Южного вокзала тянется до остановочного железнодорожного пункта Северный пост. В разные годы улица именовалась Прокофьевской, Панасовской, Большой Панасовской. В 1921 году улице было присвоено имя Котлова, активного участника борьбы за советскую власть в Украине. Замощена улица в начале 20 века. В 1909 году по ней открылось движение трамваев, в начале до переулка Альбовского, а в конце 1930-х годов до развилки с улицы Пащенковской. Наводнения в те годы здесь происходили довольно часто. Так, в 1853 году, за период с 8 февраля по 7 марта, Панасовка 6 раз затоплялась. Вода на улицах поднималась так высоко, что по ним прекращалось движение. С 1853 по 1855 год проводились работы по осушению этой местности, но очень незначительные. Лишь с постройкой железной дороги, когда были проведены дренажные работы, население Панасовки было защищено от горной воды. Она начала быстро застраиваться, особенно та ее часть, которая прилегала к железнодорожному полотну. В это время улица соединилась с Чеботарской. А это бывший элеватор возле ЖД вокзала, вернее его остатки.
Скоро он полностью будет снесен, а на его месте будут построены многоэтажные жилые дома. А это здание дорожной клинической больницы Южной железной дороги города Харькова. А еще здесь расположены дворец культуры «Железнодорожник», дворец спорта и бассейн. Всеми ими владеет Южная железная дорога. В 1928-1932 годах по проекту архитектора Дмитриева при участии Верюжского построен дворец рабочего, улица Большая Панасовская, 83А, который считается одним из лучших клубных зданий того времени. Композиция фасадов соответствует внутренней структуре здания и представляет собой 5 вогнутых поверхностей, напоминающих растянутые мехи гармонии. Сейчас это Центральный дом науки и техники Харьковской дирекции железнодорожных перевозок ЮЖД, более известный в городе как Дворец культуры «Железнодорожник». Вместе с комплексом сооружений Дворца спорта «Локомотив» имени Кирпы, улица Большая Панасовская, 90, эти здания составили своего рода общественный центр данного района. Современный дворец спорта «Локомотив» имени Кирпы построен на месте стадиона «Красный железнодорожник», образованный в 1923 году. Недалеко от ДК расположен вагоноремонтный завод. Вернее, здесь были когда-то складские помещения, которые благополучно сгорели в 2010 году. От них остались только стены, которые стоят до нынешнего времени. А перед вами здание завода управления на улице Большая Панасовская Харьковского вагоностроительного завода. Вообще, улица Котлова, или нынешняя Большая Панасовская, целиком индустриальная. Заводов там тьма тьмущая, половина заброшена, а половина как-то выживает. Например, перед вами расположен протезный завод. Если быть точнее, то Харьковская казенная экспериментальная протезно-ортопедическая
это уже район Ивановка и конечная первого трамвая, который ходит сюда с ЖД вокзала. Бывшее почтовое отделение Укрпочта. Теперь оно пустует, заброшено, ищет своего нового хозяина. Ну а далее по улице Большая Панасовская с одной стороны идут частные дома, а с другой стороны промышленные предприятия. А это здание тоже не похоже, что функционирует. Хотя если подойти к нему ближе, то можно увидеть намеки на ремонт. В нем ставятся металлопластиковые окна и, возможно, скоро здание приобретет нового хозяина или уже приобрело и приобретет новый вид. Еще одна достопримечательность данного района – кафе. И у нас на пути встречается еще один жилой дом. Судя по нему, полуживой, полумертвый.
А напротив этого дома находится Харьковский бронетанковый ремонтный завод. В этой части улицы меня порадовала дорога, что она ровная и почти без машин. Но вот тротуар, по которой я иду, это просто шок и мрак. По одной стороне улицы Большая Панасовская расположены владения Харьковского железнодорожного депо Харьков-сортировочная, а с другой стороны жилые дома. Что заметно, для улицы Большая Панасовская здесь практически нет тротуарных дорог, по которым могли бы ходить пешеходы. Приходится ходить вот по таким узеньким маленьким дорожкам. Ну, а проезжающие мимо машины так и норовят обрызгать грязью. Здесь вообще непонятно, как пройти человеку, не выходя на дорогу. Приходится перебираться вот такими вот грязными тропами. Впереди Харьковский комбикормовый завод. Завод в данное время функционирует и стабильно работает. Кстати, друзья, у меня на канале есть видео про сортировку. Если кому будет интересно посмотреть, ссылка в описании под данным видео. Смотрите видео про сортировку. Второй храм, который находится на улице Большая Панасовская, это Константино-Еленинский типовой храм. Из фишек церкви наличие самого настоящего колодца, поэтому и зажиточные люди на крутых иномарках не гнушаются набирать здесь воду. Дорогие друзья, на этом будем завершать нашу видеопрогулку по улице Большая Панасовская, бывшая улица Котлова. К сожалению, погода испортилась окончательно, начинается дождь и придется пока остановиться здесь. Но я обязательно вернусь еще летом сюда, и мы с вами досмотрим обязательно то, что не досмотрели в этом видео. Посмотрим другие достопримечательности, сортировки и улицы Большая Панасовская. А пока подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, ставьте лайки под видео и, конечно же, пишите свои комментарии. Благодарю вас за внимание, до новых встреч!